Сибиряки и русские – один народ или разные? Сибирь осваивались несколько столетий. Сначала руками и оружием отчаянных головорезов и авантюристов, казаков, перебежчиков из Литвы и Польши, разных авантюристов, желающих быстро разбогатеть на пушнине и чая. Затем колоссальный поток ссыльных, давших региону как выдающихся деятелей революционного движения, так и откровенных душегубов и каторжан, которые уживались на одной территории. Следующий этап пришелся на времена Столыпина, когда сотни тысяч крестьян из голодающих губерний Нечерноземья, востока Украины, стран Балтии, младших сыновей, батраков и крепостных двинулись на восток и стали обустраивать окраины империи. Часть вернулась назад, разорившись окончательно, прочие же остались став коренными сибиряками. Новая волна заселения пришлась уже на годы Второй мировой войны, когда ценные оборонные кадры, эвакуированные и тяжело больные, перемещались в Сибирь с запада и с удивлением обнаружили, что ментально и физически они отличаются от местного населения. Об этом говорили ранее. Сибирские областники, движение за отделение Сибири от империи, говорили о различиях русских и сибиряков. Сходные наблюдения вели писатели и крупные чиновники при царе, а уже после войны писатели-деревенщики, часто сибиряки, озвучили многие факты из той же истории. Отличию сибиряков в книге Валентина Распутина «Сибирь» этому уделено значительное место. Если бы удалось собрать всю разноголосицу высказываний вместе, выяснилось бы, что не сибиряки отзываются о сибиряках лучше, нередко с восторгом, чем сами сибиряки о себе. Говоря о характере русского сибиряка, не лишне сказать, что с самого начала его формировала народная вольница. Колонизация Сибири прежде всего была народной, и раньше тех, кого правительство направляло по выбору и по указу, сюда пробирались отряды вольноохочих. В Сибирь шли люди, уходившие от ограничений и притеснений, и искавшие свободы всех толков – религиозной, общественной, нравственной, деловой и личной. Сюда двинулись и те, кто не в ладах был с законом, чтобы скрыться в зауральских глубинах от наказания, и те, кто искал справедливого общинного закона, который бы противостоял административному гнету, и те, кто мечтал о стране, где бы вовсе не водилось никаких законов. Религиозный раскол двинул в Сибирь десятки тысяч самых крепких, самых стойких духом и характером людей, которые отказались признать церковные и государственные нововведения и предпочли им уход из мира в неприступную глухомань. Сибирские староверы живут в Сибири дольше всех и самые нелюдимые и суровые среди местного населения. В Сибири никогда не существовало крепостного права, давившего на человека и физически, и морально, лишавшего его самостоятельности и гнетуще влиявшего на его отношение к труду и вообще к жизни. Земли было вдоволь. Сколько хочешь, сколько можешь, бери и обрабатывай. Административный гнет, тяжкий в городах, до деревни доходил слабыми и обессиленными распоряжениями, которые опытный мужик не торопился исполнять. Отбор шел сам собой, для этого годились люди решительные, не растительного типа, сильные и упорные, крепкой кости, умелые, способные постоять за себя и в единоборстве с дикой природой, и в суровых отрядных нравах. Правительство то бралось разыскивать и возвращать беглецов по месту прежней прописки, то смотрело на бегство сквозь пальцы. Люди в Сибири были нужны. Вот из такого народа, чрезвычайно чувствительного к любым притеснениям, предприимчивого и гордого, и состоялся корень русского сибиряка-старожила. Все трудности вылепили фигуру сибиряка, человека цепкого, волевого, знающего себе цену. Еще Михаил Бакунин писал: «Должно отдать справедливость Сибири. При всех недостатках, укоренившихся в ней от постоянного наплыва разных, часто весьма нечистых элементов, как-то бесчестия, эгоизма, скрытности, взаимного недоверия, она отличается какой-то особой широтою сердца и мысли, истинным великодушием». Каханова, посетившего Сибирь в 1858 году, удивило отличие сибирского крестьянина от его собрата в европейской России. Сибирский крестьянин умнее, прямодушнее,
Гостеприимнее русского в нем нет ни той раболепной услужливости, ни той равнодушной грубости, которые так обыкновенны в русском крестьянине. Он веселее и бодрее его. Сибиряк не русский мужик, тому надо стряхнуть долгое рабство, житься со свободою, воспитать себя в ее смысле. Сибиряк же вырос под ее сенью. Если не приложен закон кровавого основания в деле свободы, то и тут преимущество на стороне сибиряка. Изгнанный из родины силою своих поступков, он недешево заплатил за право идти на край света и искать новой отчизны, писал в 1860 году революционно настроенный иркутский офицер Мехеда. Большинство каторжных тоже отличный народ, а главное, смышленный дурак не может быть мошенником. Кропоткин записал в дневнике в 1862 году свои впечатления о характере сибиряка, сознающего свое превосходство над русским крестьянином. Комментируя это обстоятельство, он пояснял, что о России и о российских сибиряки отзываются с презрением, а само слово «российский» считается даже несколько обидным. Но и с отменой крепостного права различие между великорусским и сибирским жителем не исчезло. Анучин так описывал в официальном отчете свои первые впечатления о новом для него крае. Неразговорчивого, сумрачного крестьянина-пермяка, спешащего скорее сбыть с рук, проезжающего высшего чиновника, сменил бойкий, сметливый, словоохотливый крестьянин-сибиряк, по большей части хорошо одетый и обстроенный. Его привлекает не столько желание поглазеть, как бежит генерал-губернатор, сколько положительное намерение поговорить с новым начальником края, от него самого узнать, не готовится ли каких-либо новых, до здешнего населения касающихся правительственных распоряжений, и лично ему передать заявление о своих тяготах и нуждах. Сибирский крестьянин не унижался, считая себя равным с другими, вспоминал редактор газеты «Восточное обозрение Попов», и протягивал при встрече руку всем, не исключая губернаторов. Управляющий морским министерством Шестаков, проехавший в 1886 году через Сибирь, отмечал: «Россия, пожалуй, возродится Сибирью. У нас остаются дураки, а сюда идет сметка, способность». Еще дальше в идеализации сибиряка заходили просибирски настроенные писатели и публицисты, по определению которых русского мужика по сравнению с сибирским справедливо называть мужичонкой. Автору из журнала «Русский вестник» Башмакову сибиряк представлялся человеком физически развитым, смелым, с независимым до дерзости взглядом, чуждым подавленности и заискивания, с чувством собственного достоинства, привычкой даже к барину обращаться запросто. Однако его насторожил практицизм сибиряка, наличие у него вроде американского склада ума, отсутствие российской склонности к жизни миром, индивидуализм, порой переходящий в жестокость, желание оттеснить своего конкурента. Еще более резок в своей оценке другой автор «Русского вестника» Тихонов. Это отсутствие прямоты и искренности в характере, а отсюда слабое и своеобразное понимание нравственных устоев является чуть ли не особенной чертой характера многих сибиряков, взамен того у них чрезвычайно, до болезненности, развито тщеславие и какая-то своеобразно буржуазная, и притом дурного тона практичность. Это был явный антипод созданному стараниями теоретиков официальной народности сусальному образу патриархального, богобоязненного и смиренного русского мужика, воспитанного в жестких рамках власти крепостного права. Нелестно отзывался о сибиряках Чехов. В своих путевых впечатлениях по дороге на Сахалин он писал о вопиющем пьянстве среди сибирских интеллигентов, а также о том, что не ссыльные деморализуют население, а наоборот. В то же время писатель отчетливо понимал, что если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей. Многим современникам, посещавшим в те годы Сибирь, бросалось в глаза, что в домах сибиряков не видно богато украшенных икон, не было и лампад, а только восковые свечи, прикрепленные на деревянной планочке. Поражали не только просторы и природные богатства Сибири,
или отсутствие соломенных крыш, но и то, что в сибирских селах, несмотря на зажиточность жителей, церкви деревянные, не богатые, а многие просто убогие. Настораживало и большое количество раскольников, влияние ислама и ламаизма. Из своих поездок по Сибири управляющий делами комитета Сибирской железной дороги Куламзин вынес убеждение в необходимости энергичных мер по сближению этой обширнейшей нашей колонии с метрополией. Сооружение Сибирской железной дороги, по его мнению, создаст могущественное материальное средство объединения великой окраины с империей. Его настораживала опасность негативного влияния старожилов на переселенцев. Поэтому необходимо экстренно принять меры, чтобы не дать переселенцам, как он выражался, одичать в Сибири. Признавая в целом более высокий, чем у российского крестьянина, уровень умственного развития сибиряка-старожила, Куломзин обращал внимание правительства на то, что отсутствие руководства со стороны церкви и школы и влияние ссыльных придавало развитию сибиряка не предвещающий ничего хорошего отпечаток. По его наблюдениям, сибиряку присуща огрубелость нравов, преобладание индивидуальных интересов над общественными, а также полное отсутствие каких-либо исторических преданий, традиций, верований и симпатий. Сибиряк, утверждал Куломзин, забыл свою историю и, живя несколько веков замкнутую зауральской жизнью, перестал считать себя российским человеком. Образ получился колоритный, с явными положительными и отрицательными чертами. Это и крепкий хозяин, ценящий свободу, и жестокий эксплуататор, без морали и этики, охотник на каторжан, циничный делец. Свои качества сибиряки проявили во Второй мировой войне. Разбитая Красная армия сдавала города, отойдя уже до Москвы, и страшной зимой 41 года сибирские части удержали рубежи линии фронта ценой страшных потерь. Слово «сибирские части» в то время вызывало энтузиазм у своих и откровенные опасения у врага. После войны, для уравнивания вклада народов СССР в победу, про сибирские соединения стали писать так, что, дескать, это было просто название, а состав был самым разным из разных регионов. Однако, как тогда объяснить отступление армии до ввода именно сибирских частей, а также колоссальный призыв мужчин из Сибири в тот период, совпавший с переломом в войне? Физически сибиряки также отличались от русских. В XIX веке они сильно превосходили русских по среднему росту. Это объясняется как миграцией в Сибирь традиционно высокорослых казаков, так и в целом лучшей выживаемости более физически развитых людей при обильном питании там тогда. Разница сгладилась после войны, так как мужское население Сибири понесло чудовищные потери. Будучи призванными почти тотально, погибла почти половина, а также уже послевоенной миграции в Сибирь множество выходцев из других областей. Тем не менее, до сих пор сибиряки – самые высокорослые жители России, наряду с жителями Северо-Западного федерального округа. Кроме роста, сибиряки отличаются метисацией с аборигенным населением. Если Западная Сибирь почти не имеет монголоидных миксов, то чем дальше на восток, чем чаще встречаются смешанные варианты. Есть даже целые народности-метисы – гурани, сахаляры. Поэтому внешне сибиряки также несколько отличаются от славянских групп в среднем. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.